Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Сегодня будем анализировать символизм ежегодного коллажа журнала The Economist, который выходит как мировой прогноз. Ежегодно в каждом номере они публикуют интересные картинки и публикуют к этим картинкам статью. И статья, как правило, которая публикуется каждый год, не раскрывает полноты картины, и в итоге эти коллажи, эти иллюстрации обрастают огромным количеством разных спекуляций, ну и, естественно, подвергаются различному анализу. Собственно, этим анализом мы будем сегодня заниматься тоже. Я не помню, кто в комментариях на канале в Telegram писал вопрос с тем, анализировала ли я или нет. Ну вот, сегодня я вам запишу аудио, в котором вы сможете послушать результаты моего анализа, добавить какие-то свои мнения, впечатления, ну и, может быть, тоже самостоятельно проанализировать эти картинки. Художник, который опубликовал этот коллаж, сделал это Бен Джонс. Не знаю, всегда ли он публикует коллажи, или, по-моему, эти люди меняются. Но автор статьи, которая идет как дополнение к этому коллажу, это, я так понимаю, редактор Том Стейнтедж, который публикует ежегодно, вроде бы тоже постоянно он, я не знаю, не изучала этот вопрос. В своем анализе я не буду акцентировать внимание на самой статье, потому что на сайте она есть в открытом бесплатном доступе, вы можете ее почитать. И, скорее всего, то, что я буду озвучивать, частично или полностью может разойтись с тем, что представлено в этой статье, а может быть и нет, потому что для чистоты эксперимента я ее не читала вообще. Я просто видела, что она есть, и решила, пусть она будет, я не буду ее трогать. Что я использую вообще, в принципе, в ходе анализа любых вещей? Те же самые вещи, которые используют со мной, когда я работаю с Таро или с любыми другими картинками. То есть, по сути, это некий синтез, синтез разных вещей, и бизнес-анализа, и, собственно, символизма, и каких-то моих собственных знаний и навыков, с которыми мы сегодня будем делать этот разбор. И начну я свой анализ с фигуры Джейн Остин, которая изображена внизу коллажа. Если мне не изменяет память, и если мне все правильно подсказало мое представление о реальности, то это именно ее фигура. И, собственно, именно эта фигура, мы будем считать, является фундаментальной в данном анализе, потому что это некий фундамент, на котором базируется вся остальная история, вся остальная картина. Так вот, Джейн Остин символически это человек, идеи которого были отражены в разных книгах, и куча экранизаций посвящена этим книгам. Именно идеи этой литературы, этих произведений, так или иначе будут разворачиваться и активно воплощаться в 2025 году в контексте социума, то бишь общества вообще. То есть сама по себе фигура Джейн Остин на коллаже символизирует для нас возвращение к традиционным социальным и гендерным ролям, в ответ на тот современный хаос, который сейчас происходит в обществе, на кризис идентичности именно на Западе. Потому что произведения Джейн Остин, они в основной своей массе изображали именно женщин и существовали всегда в рамках некоего патриархального мира. Семья там была как основа социального порядка. И все эти произведения в текущих реалиях становятся некой метафорой для движения назад, к консервативным ценностям, то бишь к семье, к женщинам конкретно и конкретно к мужчинам. Сейчас в мире масса всяких разных прогрессивных идей и всяких разных социальных изменений, которые конфликтуют между собой, вызывают кучу дебатов, всяких полярных течений. Поэтому именно фигура Остина олицетворяет здесь некую попытку восстановить гармонию через известные обществу и в каком-то смысле, наверное, безопасные роли мужчины и женщины, где мужчина будет выступать традиционно кормильцем семьи и защитником, а женщина традиционно будет играть роль хранительницы дома и каких-то семейных традиций, включая воспитание детей, там хранение домашнего очага, не знаю, хранение или охрану, или поддержание, тут каждый пусть выбирает для себя. Поэтому, скорее всего, вот возвращение этих традиционных ценностей будет восприниматься в 2025 году как некий оплот стабильности, идеал. Идеал для любого домашнего хозяйства и для любого человека. Особенно на фоне общей дестабилизации геополитики и различных
ситуации в разных странах, которых лихорадит и с той, и с другой стороны. Вот этот традиционный консерватизм станет в каком-то смысле этой далекой идеей, в общем-то, в которой многие люди и, может быть, многие общества или государства начнут искать ресурсы и опору. Если вы посмотрите на картинку внимательно, на коллаж, то вы увидите, что рядом с Джейн Остин у нас есть символ красного кулака. И вот этот кулак здесь будет разворачиваться в двух ипостасях. Ипостась первая. Так как он находится рядом с фигурой Джейн Остин, он создает некий двойственный посыл, который, с одной стороны, является сигналом конфликтов, различной борьбы против любых прогрессивных движений, таких как феминизм, ЛГБТ, а с другой стороны, на некое сопротивление консервативным идеям. То есть две части общества, которые будут вступать в противостояние друг с другом. Поэтому в этом случае рядом символика этого красного кулака Джейн Остин можно воспринимать именно как вот эту метафору культурного противостояния. Потому что, с одной стороны, она нам напоминает о том, что мы живем в мире патриархата, а с другой стороны, она в то же время фиксирует внимание на том, что у нас ограничена свобода выбора, ограничен прогресс, и в условиях различных течений по развитию, подъему национального самосознания вот в каждых государствах, ну, может быть, не в каждых, но в некоторых, эта символика несет такой вот посыл, что возможны какие-то откаты к очень жестким социальным нормам, где вот эти вот женские, мужские, гендерные роли будут очень жестко регламентироваться всеми. Теперь второй момент этого красного кулака связан непосредственно с фигурой Путина, который находится на коллаже немножко выше. В этом случае, если мы рассматриваем символизм этого кулака и того, что окружает эту фигуру на коллаже, у нас появляется некое указание на агрессивный контроль, на какие-то угрозы, которые, по мнению авторов этого коллажа, будут исходить в 2025 году от России. И это особенно, по их мнению, будет подчеркиваться именно какой-то риторикой о ядерной войне, потому что в контексте фигуры Путина, в контексте тех символов, которые представлены на этом коллаже, у нас везде превалирует история красного цвета. А красный цвет, он у нас традиционно, в принципе, ассоциируется с марсианскими такими энергиями, тяжелыми, воинственными, поэтому здесь все, что касается революции, какой-то борьбы, и вообще является неким предупреждением о каком-то глобальном кризисе, глобальных разрушениях, глобальных проблемах, которые могут стать именно следствием эскалации вот какой-то ядерной, не знаю, напряженности либо угроз ядерной войны. Тем более, что там же рядом с Путиным и рядом с Трампом мы видим фактически одну фотографию, разделенную на две части ядерного гриба. То есть рядом с Путиным у нас кусок этого взрыва как символ того, что Путин может начать ядерную войну. А возле Трампа уже конкретно часть ядерного гриба после взрыва бомбы, как история про то, что бомбы, которые могут быть куда-то направлены, то могут быть направлены только на США, там, где у нас присутствует, собственно, Трамп. Кроме этого, здесь сам по себе красный кулак рядом с Путиным отражает также и его политическое давление на мир в целом, потому что сверху мы видим символ земного шара, на котором представлена у нас Евразия, на котором представлена Африка, на котором даже часть, по-моему, австралийского континента присутствует. То есть здесь история именно про то, что для России, для Путина в 2025 году история доминирования будет все такой же актуальной, как и сейчас. И что здесь Путин будет пытаться играть некую главную, главенствующую, может быть, роль на территории вот этих континентов, в частности, Евразии и Африки, в том числе включая Европу. Все это для него является пространством борьбы за доминирование на политической арене, за влияние различное. Поэтому, по мнению авторов этого коллажа, Россия в 2025 году продолжит
продвигать свои интересы. И в основном продвижение этих интересов будет касаться либо напрямую конфликтов и какой-то дестабилизации, либо будет связано именно с угрозами. Теперь наболевшая тема для многих – это все, что касается вакцинации. И там мы в этой же области между Трампом и Путиным видим шприц, наполненный красной жидкостью. То есть это символизм, с одной стороны, различной интервенции, то есть различных вторжений, различных кризисов, причем не только в геополитике, но в том числе и в медицине. То есть, с одной стороны, красная жидкость в этом шприце может напоминать нам кровь, то есть какие-то вещи, касающиеся забора крови, может быть, или конкретно каких-то инъекций, в том числе опасных, потому что ввиду того, какие мировая киноиндустрия выпускает в последнее время фильмы, можно сказать, что этот символ однозначно создателями трактуется именно как некая вирусная угроза, и в том числе какие-то разные пандемии, которые в большинстве случаев используются именно в политических играх различных как инструмент влияния. Поэтому и Евразия, и Африка в этом контексте символизируют еще и такие регионы, которые подвержены и вот этому геополитическому контролю, то есть такой железный сапог и железная рука, и одновременно с этим каким-то эпидемиологическим риском. Вот. Если мне не изменяет память, где-то я читала некоторое время назад о том, что Россия якобы изобрела вакцину от рака. Может быть, что-то об этом уже было известно на момент подготовки этого материала, коллажа имеется в виду, потому что вышел он в ноябре еще 2024 года. Но я все-таки думаю, что здесь ни о каких вакцин от излечения смертельных болезней речи не идет, а речь идет именно о том, что любые пандемии, любые кризисы здравоохранения, какие-то проблемы, какие-то вмешательства в различные там медицинские программы, дезинформации и так далее, все это фигурирует комплексно в этом символе шприца, но ни в коем случае не говорит о том, что шприц с этой красной жидкостью указывает на появление каких-то вакцин, которые могут избавить и излечить мир, не знаю, там от рака, от каких-то других вещей. Точно, по моему мнению, скорее всего, нет. Слишком ярко выраженный здесь красный цвет, который намекает как раз на интервенции. Вот это единственное слово, которое приходит мне на ум. Поэтому здесь мы можем сказать, что в общем-то, история Путина, которая запечатлена здесь, это история противостояния какой-то личности, находящейся вроде бы как в тени, но одновременно с этим являющейся, наверное, некой фигурой, которая обладает действительно мощным теневым влиянием. Потому что если мы берем аспектацию того, как мы должны работать с Таро, и как я работаю с ним, то здесь Путин у нас как раз находится в зоне бессознательного, именно того теневого, что и имеет над нами огромную большую власть. Вот. Теперь продолжаем. Переходим к центральной картинке. А центральная картинка у нас это Трамп. Во-первых, потому что это новый избранный президент Америки. Во-вторых, потому что, собственно, журнал акцентирован именно как раз на историю Америки. Здесь сразу сделаю такую отсылку к предыдущему номеру, который вышел, по-моему, в 2000, боже мой, каком году, не знаю, может быть, в 17-м, когда Трамп избирался у нас первый раз, я уже не помню. Там вообще сплошь весь этот прогноз был составлен по картам. Здесь, кажется, на первый взгляд карт нет, но они есть. Вот, подождите, сейчас услышите, что за карты там есть интересные. Так вот, Трамп. Значит, какая история? Сначала смотрим наверх Трампа, и мы видим там недвижимость, да? Башни. Башни, которые символизируют, по сути, прежде всего, вот некую такую архетипическую власть и влияние самого Трампа, в том числе и влияние в сфере недвижимости в Нью-Йорке, вообще, в принципе, влияние и багаж какой-то, который у него есть. Плюс, конечно же, эти башни символически отражают еще и нестабильность, потому что что такое башня? Это символическая отсылка именно к 16-му аркану у нас башни.
И эти башни, которые стоят, мало того, что наверху Трампа, над ними есть еще и Сатурн. Здесь в буквальном смысле зашит символ того, что в 2025 году будет очень неожиданно увидеть, почувствовать, услышать, что вот этот старый свет, старый миропорядок вдруг начинает как-то болезненно разрушаться. Вдруг внутри него начинают рождаться какие-то новые вещи, которые, опять же, не все будут приятные, потому что в данном случае, если мы анализируем этот коллаж, разрушить старое не значит получить что-то новое. Там масса мелких символов и деталей, которые говорят о том, что впереди нас ждут еще большие потрясения на самом деле, которые касаются взаимодействия власти и социума, чем те, которые мы переживали до этого. И поэтому сами по себе башни здесь очень тесно переплетаются с образом Сатурна. Он тут прям вот как око, которое контролирует и управляет всем, что есть под ним. То есть, если мы вообще касаемся традиционного такого символизма сатурнианского, то это все, что касается каких-то жестких рамок, каких-то вещей, касающихся дисциплины, регламентов, повторяющихся циклов событий, каких-то разрушительных моментов, наказаний и так далее. Поэтому в данном случае мы и Трампа, и Сатурн, и эти башни можем вообще рассматривать именно как фигуру, которая, придя к власти, одновременно как создаст хаос во многих местах нашего мира, так и вместе с этим хаосом вызовет серьезные положительные перемены, которые будут символизировать именно возврат к каким-то все-таки традиционным вещам и в целом перерождение. Опять же, когда я говорю традиционные вещи, это не значит, что мы вернемся в какое-то архаичное общество, ни в коем случае, но просто каким-то образом будут расставлены акценты, которые, в принципе, для человеческой цивилизации, наверное, необходимы, чтобы она окончательно не сошла с ума и не уничтожила сама себя. Вот, поэтому здесь все эти три образа можно связывать именно с темой фатализма. То есть неизбежные какие-то события, которые при любых исходных данных будут разыгрываться в 2025 году и, в общем-то, наверное, откроют перед нами массу интересных каких-то явлений, и в том числе каких-то интересных измышлений. Но Сатурн – это не только про Трампа. Прежде всего, фигуру Сатурна, так как я сказала в самом начале, что это вот история про символического управителя всего, что находится между ним. Полярная фигура – это Джейн Остин, опять же. Поэтому здесь история про то, что в 2025 году какая-то вот новая власть, она будет строиться именно на установление какого-то традиционного порядка, и какой-то будет, видимо, давать нам тенденцию к реставрации того, что у нас было когда-то, того, что у нас есть сейчас, и каким-то образом, наверное, указывает на некий консерватизм и, может быть, даже жесткость в вопросах управления именно общества. Потому что, по идее, скорее всего, в 2025 году мы можем столкнуться с тем, что любая власть будет транслировать нам как-то вот идею того, что стабильность возможна только в том случае, если у нас будут какие-то четкие роли, и какие-то четкие правила. Вот, поэтому, собственно, ждите, наверное, каких-то жертв свободы, если так можно выразиться. То есть будут происходить какие-то события, которые могут, не знаю, как-то видоизменить часть людей, которые очень сильно от этого консерватизма оторвались, какой бы сферы жизни это ни касалось. Кроме всего прочего, в этом коллаже везде присутствуют какие-то микросхемы, какие-то, не знаю, какие-то электронные платы, полупроводники или что-то еще. И так как у нас Сатурн, опять же, вверху, Джейн Остин внизу, как аллегория гражданских прав и свобод. Возможно, здесь закодировано послание, что в 2025 году большой брат намерен взять под тотальный цифровой контроль всех людей в развивающихся, развитых странах или в странах, которые претендуют на какое-то развитие. Может быть, это произойдет не сразу,
Может быть, это не будет означать прям супер тотальный какой-то контроль, но тем не менее сейчас наступает вот тот самый момент, когда каждый из нас должен подумать, а как изменится моя жизнь, если вдруг правительство решит залезть не только в телефон, в кошелек, в трусы, простите, как во многих странах уже происходит, но еще и поселиться в вашей голове. То есть в буквальном смысле понимать, о чем вы думаете 24 часа 7 дней в неделю, чтобы в случае необходимости просто по щелчку отключить вам думание, да, и ликвидировать в вашем лице какую-то угрозу. Потому что есть очень хороший старый фильм, называется «Анон» с Амандой Сейфрид в главной роли. Там как раз разворачивается вот история такая вот нуарная какая-то, постапокалиптическое, мне хочется сказать, где любой человек живет под тотальным контролем государства. И государство знает о его жизни абсолютно все, даже тогда, когда он находится дома сам с собой, потому что в глазу у него стоит линза, которая записывает и фиксирует каждое его действие, каждый шаг и прочее. И это очень страшная вещь, и, к сожалению, мы к ней приближаемся семимильными шагами. Вот. Дальше. Между Трампом и Путиным у нас есть не то ракета, не то боеголовка. До конца непонятно, но почему-то я смотрела на нее и поняла, что никакая это не ракета, хоть и есть у нас там, планируется вот эта экспедиция на Марс, которую Маск организует, но это не похоже на ракету. По моему мнению, это именно какая-то баллистическая ракета, это больше про боеголовку. И вот так как она находится между ними, это такой вот символ именно ядерной напряженности, которая, опять же, повторюсь, исходит со стороны России, со стороны Путина, потому что именно на стороне Путина отображен начало взрыва ядерной бомбы. Поэтому в данном случае мы этот символ, наверное, можем интерпретировать двояко. То есть, с одной стороны, действительно, это не то ракета, не то боеголовка, она воплощает технологический какой-то прогресс, одновременно с этим она какое-то военное превосходство обозначает как для Штатов, так и для России. Но, с другой стороны, это прежде всего символизм какой-то очень беспощадной, внезапной разрушительной силы, которая вообще угрожает, в принципе, стабильности всего мира. Потому что если она взлетит, ясно понятно, что остановить ее уже не удастся. И сам по себе этот символ говорит именно о том, что, возможно, в 2025 году нас ждет какая-то очередная гонка и какая-то очередная эскалация вооружений, в которых каждая страна будет мериться своим детородным органом и, собственно, будет, короче, определять, кто из них выше, кто из них сильнее. Вот. Дальше, собственно, так. Ну, про ядерный взрыв мы вроде как уже с вами поговорили. Опять же, наверное, про ядерный грипп могу сказать следующее. Что это не только символ того, что нас ждет в потенциале ядерная война, это еще и какая-то циклическая природа отношений двух стран, Америки и России, которая говорит о том, что в 2025 году эти страны ждет какой-то, видимо, неизбежный все-таки катарсис, когда прежний тип взаимодействия, построения отношений, он совершенно будет разрушен. То есть ничего не будет из того, что было раньше. То есть какие-то действительно ждут нас, видимо, глобальные перестановки, глобальный пересмотр всего и вся, потому что эту конфронтацию, видимо, по мнению создателей этого рисунка, ну, бессознательному мнению, так назовем, может разрешить только вот какой-то действительно крайней степени конфликт, разрыв всех связей. Но при этом так интересно, опять же, этот ядерный грипп, разделенный на две части, в том числе показывает и связь между Америкой и Россией, говорит о том, что разрушения, которые могут быть инициированы Путиным и настигнут Америку, неизбежно скажутся и на самой России, потому что сама по себе фигура Путина, находящаяся именно в левой части
этого коллажа свидетельствует о том, что ты можешь быть лишен прямых непосредственных способов для открытых действий. Все, что тебе остается, это действовать только кулуарным способом. А там уже появляется у нас и сетка рабица, который всегда, как это сказать, короче, обносили, ограждали именно какие-то закрытые территории. Поэтому здесь указание, скорее всего, на потенциальную изоляцию России, которая может продолжиться и в 2025 году. Но здесь очень важно понимать, что эта изоляция произойдет не сама по себе, а будет происходить как раз-таки из-за риторики самого президента. Ну и плюс эту сетку рабицу мы встречаем еще и в верхнем правом углу, там, где у нас присутствует Урсула фон дер Ляйнен, что тоже говорит о том, что в Европе свободы слова это уже фикция фактически, потому что все, что происходит сейчас в Германии, по крайней мере, по последним новостям, и в Англии, так это то, что даже за твит в Твиттере к тебе с утра может вломиться полиция и, собственно, увезти тебя не так далеко и не в такое приятное место. Но продолжаем. Дальше. Доллар. Везде у нас там фигурирует символика доллара. Там же у нас недалеко совсем от Трампа, чуть выше, чуть ниже, простите, присутствует вот эта история про биржевые рынки. Такой рост. Здесь, с одной стороны, вот эта красная стрелка на черном фоне вроде как дает для меня некоторую такую отсылку для нефти. А с другой стороны, она показывает все-таки историю американских рынков и какой-то экономический рост, который, возможно, будет достигнут благодаря каким-то жестким, очень непопулярным сатурнианским, в том числе, темам и правилам, потому что Сатурн у нас тоже там на черном фоне. Здесь, скорее всего, история про то, что прежде чем Трампу удастся вернуть, так сказать, сделать Америку великой снова, надо будет сделать сначала что-то такое, что будет трясти не только саму Америку, но в том числе и весь мир, потому что здесь в 2025 году нам точно надо ждать каких-то сложных очень решений, какой-то нестабильности на рынке, каких-то сложных, видимо, не знаю, может быть, пошлин каких-то, может быть, каких-то торговых войн. В общем, какая-то история в большей степени, как мне кажется, про изоляцию прежде всего, как сделать так, чтобы в отдельной закрытой стране получить экономический рост, не прибегая к открытому пространству. Тут сразу на ум приходит аргентинское чудо, которое производит весьма успешно президент Аргентины Хавьер Милей, который впервые добился профицита, насколько я понимаю, бюджета, но, во всяком случае, избавился от хронического дефицита и там семимильными шагами внедряет разные реформы и очень агрессивно высказывается о чиновниках, которые фактически просто прожирают бюджет и ни черта не делают, и надо их всех гнать в шею. Вот, возможно, такая же история будет не только в Америке, в Аргентине, но еще и, в общем-то, во всем мире. Везде, где есть красный цвет, я рекомендую вам обращать внимание именно на три вещи. На активную, мощную энергию, на агрессию, на различные вторжения, на власть и на очень жесткую риторику и жесткие очень какие-то непримиримые такие действия. Теперь, если рассматривать тему Европы, это верхний угол, ну, может быть, практически середины, не обязательно верхний. Стрелка вот от нее, которая вниз идет от европейского континента, я не понимаю, откуда она идет и в какую сторону на самом деле, потому что у меня здесь странная интерпретация закладывается. Ну, да ладно. В общем, здесь история про то, что ЕС в 2025 году будет продолжать некое символическое падение. Это и слабость экономики, это снижение какого-то глобального влияния вообще Европейского Союза в мире. И огромные, я бы сказала, колоссальные проблемы
как с энергетическим кризисом, так и внутри социальных и прочих аспектов. Обратите внимание, что над Урсулой тоже у нас есть земной шар, на котором изображены два континента – Северная и Южная Америка. То есть, по сути, здесь символическое указание на то, что Америка продолжит давить на Европу. И одновременно с этим Южная Америка – это большие конкурентные какие-то торговые войны именно в вопросах глобальных рынков сбыта. Потому что, учитывая сегодняшнюю европейскую политику, я так понимаю, что Европа абсолютно зависима от всех и вся. Особенно в тех вопросах, которые касаются и безопасности, экономики, и технологического сотрудничества, плюс этот огромный миграционный кризис, который сейчас происходит. И вот здесь возникает очень интересный момент. Но прежде чем мы к нему спустимся, немножко подождем, потому что там по символизму вообще очень интересные складываются вещи. Вот видите, глаз есть у нас. Глаз такой вот в виде глаза. На самом деле у нас два глаза на этом коллаже. Один глаз человеческий, который выглядит как часть банкноты доллара. Левый глаз. И правый глаз, который выглядит в виде вот этого значка радиации. Скорее всего, здесь какие-то символические указания, которые могут касаться темы, не знаю, то ли ядерных отходов, то ли чего-то еще, которые Европа может размещать где-то и получать за это не больше, не меньше, в том числе и доллары, и, может быть, даже евро. Скорее всего, это история про то, что где-то надо Европе думать, где складировать свои собственные отходы, которые они обычно складировали, в том числе, если мне память не изменяет, где-то в Украине. И куда они только не возили тоже свои отходы. Здесь главная история – это тоже какие-то хитрые кулуарные игры, касающиеся именно глобальной безопасности вообще в мире, в том числе связанную и с какими-то конфликтами, и с ядерными технологиями. А мы помним, что в Европе у нас есть адронные коллайдеры, что в Европе у нас есть множество, по-моему, атомных станций, которые тоже, в свою очередь, в общем-то, беспокоят некоторых людей. Поэтому здесь, прежде всего, этот глаз свидетельствует о очень бдительном, наверное, внимании, которое в 2025 году нужно будет уделять и Европе, и в самой Европе. Именно тому, что она может столкнуться с очень серьезными проблемами, которые могут повлиять на жизнь внутри этого региона. Кроме этого, помимо того, что у нас там Урсула занимает такое аккуратное место, делая свои дела со всеми вокруг, у нас есть еще два символа. Первый – это электромобиль с темными стеклами, и второй – это ящик для бюллетеней. Все они связаны между собой, в том числе связаны с Зеленским, потому что здесь, забегая немножко вперед, хочу сказать, что Зеленский, который в нижнем правом углу изображен, сам его образ, как его изобразил автор этого коллажа, это история про осознание. То есть это фото человека, который ничего не говорит, который находится именно в позиции какого-то осознания, понимания, может быть, планирования стратегии. И так как он находится под Урсулой визуально на нашем коллаже, то, скорее всего, это история про понимание, что ты находишься в позиции, когда с одной стороны тебя давит Европа, с другой стороны тебя преследуют проблемы в твоей собственной стране, потому что кризис демократии, который выражен этим треснувшим ящиком для бюллетеней, касается как европейских государств, так в сущности и Украины, потому что и там глобальная проблема в 2025 году будет разворачиваться именно в вопросах власти. Вот. Потому что именно там разворачивается большая дискуссия на тему критики, как решений, которые принимает правительство, так и внутренний раскол, как внутри стран, которые являются членами Европейского Союза, так и внутри, собственно, Украины, внутри людей, которые варятся вот в этой политической системе. И везде присутствует там вот этот символ, опять же, микросхем, который, с одной стороны, вроде бы говорит нам о том, что какой-то вот будет, скорее всего, контроль этих якобы демократических процедур, который делается с помощью каких-то цифровых, может быть, инструментов.
А с другой стороны, этот же символ имеет прямую отсылку, опять же, мне хочется сказать, как к Европе, так и к Украине. И говорит он именно о том, что это какая-то цифровизация, которая касается вопросов как конфиденциальности личной жизни, так и, собственно, контроля над любыми данными, которые вообще используются людьми, которые вызывают огромное беспокойство как среди европейских политиков, так и украинских, потому что никому не хочется, чтобы люди говорили то, что есть на самом деле, чтобы они говорили то, что они видят на самом деле. Потому что если все начнут говорить, то, собственно, кем управлять, если все станут умными. И здесь я добавлю сразу, что я не увидела никаких отсылок именно к Британии. Возможно, я плохо смотрела. Если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, изображена там Британия или нет, то напишите их, я с удовольствием послушаю. Вот, поэтому что можно сказать про Зеленского? Здесь для меня роль самой страны примечательна вот в каких моментах. С одной стороны, это пресловутая машина, электромобиль с темными окнами, да, а с другой стороны, это история индикаторов, опять же, рынка какого-то роста. Поэтому, мне кажется, скорее всего, помещение в этом коллаже Зеленского означает для нас следующие моменты, что в 2025 году, скорее всего, вот этот символ промышленности в виде, не знаю, завод, это что там, фабрики и так далее, они отражают прежде всего ресурсы Украины в контексте залежи полезных ископаемых, которые, в частности, используются в том числе и для производства микросхем, и самое важное, для производства каких-то батарей, не знаю, литиевых или нет, не могу точно сказать, которыми занимается в том числе Европа. Поэтому я думаю, что, скорее всего, история вот этого давления европейского на Украину будет заключаться именно в теме владения вот этими полезными ископаемыми, которые находятся в Украине, для того, чтобы использовать их для развития своей экономики. И в том числе этот же вопрос интересует и Россию, которая стремится контролировать те ресурсы, залежи которых есть сейчас в восточной части страны. Поэтому, скорее всего, именно эти ресурсы могут стать каким-то потенциальным предметом для кулуарных переговоров, о которых мы с вами как обыватели знать, конечно же, не будем, потому что никто нам об этом не расскажет. Кроме всего этого, так как там у нас опять этот глаз ядерный где-то маячит, может быть, здесь идет о том речь, что действительно в 2025 году начнутся какие-то процессы, какие-то действия по передаче Украине ядерного оружия. И сам по себе вот этот символ, расположенный рядом с Урсулой, будет являться для нас отсылкой на некий вот намек, который говорит о том, что политические интересы Европы и потребности ее в ресурсах, которые могут обеспечить производство непрерывное, постоянное, будут связаны с какими-то переговорами по окончанию войны. Вот. Ну, вроде все мы с вами обсудили. Не обсудили только прекрасного и очень хитрого стратега и тактика господина Си. Но мне кажется, его фигура здесь настолько очевидна, потому что это так интересно, что именно в 2025 году, после того, как Трамп станет полноправным президентом в Америке, скорее всего, для Си начнутся какие-то изменения, касающиеся как раз роли Китая как мировой экономики, как экономики, которая фактически охватила весь мир. Какие-то там будут происходить события, потому что положение Си, я думаю, не в том, что Си действительно настолько всесилен с военной точки зрения или с точки зрения влияния на мир. Речь всего лишь о том, что Китай – это локомотив сейчас, в текущих условиях, товары которого охватывают в буквальном смысле все на этой планете. Вы можете зайти в любой магазин, и практически в любом магазине вы можете найти товары, которые сделаны с Made in China. Вот эта история, на мой взгляд, положение Си.
Ну и там у нас Тихоокеанский регион, еще в самом верху, недалеко от Си расположен, и у нас есть значок иены. Наверное, речь о том, что какие-то события будут происходить еще и в этом регионе, в частности, продолжится ухудшение, видимо, ситуации экономической у Японии, раз уж у нас тут значок иены, и символически это речь о падении, возможно, курса. Может быть о том, что какой-то будет именно глобальный кризис, который в том числе связан, не знаю, с чем, может быть, с отсутствием полноценных ресурсов человеческих в том числе. Вот. Ну и, может быть, вы дадите ответ. Там внизу между Зеленским и между Трампом есть фотография лица, части лица улыбающегося мужчины, которая тоже находится в красном свете. Ну, с одной стороны, я для себя интерпретировала эту улыбку именно как улыбку Трампа, потому что он такой публичный товарищ, который себя очень органично и легко чувствует на публике, и который, в общем-то, всегда саркастирует и улыбается. Скорее всего, наверное, это символ того, что даже творить какие-то очень жесткие дела в вопросе управления американской и мировой политикой Трамп будет все равно с улыбкой. То есть для него в этом, с одной стороны, такой вот портрет предпринимателя и лидера, который может очень легко и играючи решать любые вопросы, и что вот, может быть, в основе его оптимизма и веры в то, что он сможет снова сделать Америку великой, как раз и лежит история того, что только через позитивное мышление, но при этом с использованием жестких стилей переговоров можно добиться того, чего вы хотите. А, собственно, главная история этого коллажа лежит, опять же, в том, что все процессы, которые будут происходить в мире, будут напрямую касаться именно того, какое место США будет занимать на мировой арене и как сама страна будет чувствовать себя внутри себя. Вот. Поэтому вот такой у меня получился анализ. Рассказывайте свои мысли, свои комментарии. Пишите, я их с удовольствием почитаю. А с вами была Вероника Никитенко, Центр Алхимии. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.